Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі, а я з України. 26-й день войны. Украина сражается. Сегодня поговорим немножко о ситуации в стране. Ситуация сложная. Война. И часто задают вопросы, ну а как там судьба самолета, например, какого-нибудь? Это, еще раз объясняю, война идет. Гостомель — одно из самых горячих мест сейчас под Киевом. Ну, конечно, самая тяжелая обстановка сейчас в Мариуполе. Блокада продолжается, но украинцы, живущие в Мариуполе, сражаются, тероборона сражается, украинские вооруженные силы тоже защищают. И мало того, что защищают, и дают отпор, достойный отпор. Ситуация с наземным вторжением захватчика застопорилась полностью. Все. Пытаются окапываться, укрепляться. Но это совсем на чуть-чуть, и скоро начнется освобождение потихонечку территории путем уничтожения врага на местах, на тех, на которых она стоит. Гнать никого никуда не будет. Сами убегут или же умрут там, где они находятся. Но были попытки продвижения. Вчера со стороны Херсона выдвинулась колонна в сторону Кривого Рога. Так сказать, думали, что будет там прогулка. Прогулки не получилось. По дороге немножечко их наполовину приблизительно вот этой всей колонны уменьшили ее путем сжигания машин, уничтожения личного состава. Остатки быстренько вернулись в Херсон. Но в Херсоне ситуация, конечно, тоже не очень хорошая. Херсон пока под оккупацией. Ничего у захватчиков не получается с проведением каких-либо референдумов, назначения глав и создания фейковых республик. Ничего этого не получается. Единственное могу сказать, что захватчикам в этом городе очень плохо спится. Дальше что? Осталось у рашистов много ракет, которые базируются на летательных аппаратах типа Ту-22, М2, М3, Ту-95. Это ракеты класса воздух-земля. К сожалению, за время холодной войны у них накопилось их очень много. И вот именно вот этими ракетами лупят по всему, почему попало. Обстреливают Харьков. Харьков уже даже хуже стал выглядеть, чем в 1943 году после освобождения Харькова от фашистских захватчиков. В Киеве, вот вчера, там где я живу, окошечко открываю, а оно грохочет. Как говорили, фронт вот там. И там оно действительно грохочет. Поздно вечером, наверное, где-то в районе 21 часа, ракета полностью разрушила новый торговый центр. Погибло, к сожалению, как минимум определили уже 5 человек. В общем, лупят по жилой инфраструктуре. Одесса. Одесса готова к высадке десанта. Уже вторую неделю ждут. Но десант как-то все не идет. Но приноровились там и с моря обстреливать берег. Было вчера несколько прилетов в Одессу. Но со стороны береговой охраны тоже был ответный залп. И немножечко повредили один из кораблей. Конечно, предыдущий корабль, он, как мне в комментариях опять вот эти упоротые 70% рашистов говорят, да нет, там все нормально, он в Крым. Да, он попал в Крым, наверное, по дну немножечко прополз и вылез на берег Крыма. Так что на счету вооруженных сил Украины 3 кораблика присутствует. А теперь хочу показать, как происходило позавчера
уничтожения, очередного продвижения противника по дороге. Вы же поймите, они двигаются только по дороге, что значительно упрощает работу по этим колоннам. Потому что украинский чернозем не дает возможности съехать с дороги. Вот. Так что посмотрим, как работает артиллерия и байрактары. Такой поучительный сюжет. Конечно, сейчас скажут, что пленный был под дулом автомата, СБУшники ему вкололи какое-нибудь средство от правды и от всего остального, или наоборот для правды, или для неправды. Ну, придумают что-нибудь. Ну, послушаем. То есть человек пришел сознательно на нашу территорию. Ну, особо там я не вижу, чтобы он каялся. И после вопроса о том, готов ли он убивать, он сказал, готов. Смотрим этот сюжет от Александра Загороднього. Володимир Сафронов, десантник, розпіареної пропагандою Псковської дивізії. Ба, навіть більше. 104-й полк десантно-штурмовой, Черех, Псков. У нас плохо с поставлением еды. Очень часто, что один паёк на день идет на 2 людей. И в основном питаемся тем, что найдем в домах. Мародерства, да, очень много. Вже за мить десантник чітко говорить, він готовий був стріляти, куди йому накаже командир. Воевать готов. Приказ был готов выполнить. Військові передають правоохоронцям і весь скарб десантника. Кілька монет, рублів так 30, таблетки, паспорт та військовий квиток. Как общий итог, Украина сражается. Все будет хорошо. Мы победим. И это будет скоро. Я уверен. А сейчас немножечко, так сказать, информация из наших источников от Министерства обороны Украины. Это о потерях, которые на данный момент зафиксированы на это число. 498 танков. Это ровно в 3 с небольшим раза больше, чем танков, уничтоженных в Афганистане за 10 лет. В Афганистане за 10 лет было уничтожено 147 танков. Это более 1500 бронированных машин, 98 самолетов, 121 вертолет. Кстати, вчера было очередные 2 вертолета сбиты, все нормально. Даже показывать не буду, потому что все равно не верите, говорите, это нарисовано. Это, ну, опять же, я обращаюсь к тем 70% российских упоротых глядачей. Не буду показывать. Ну, и самое главное, там много-много чего еще всего остального. Там СРЗО, ну, те 60 цистерн, которые уничтожены были Байрактаром еще 2 недели назад. Они в сводках так 60-50, не увеличиваются, кстати. Это в российских отчетах каждый день что-то увеличивается. И Байрактаров у нас всего 18, было 12, потом еще 6 пришло, их 18. Ну, по сводкам российских СМИ, ну, как минимум уже там за 50 Байрактаров было уничтожено. Так что думайте, принимайте решения и понимайте, кто о чем говорит. Ну и самое главное, что это военнослужащих, половина из которых контрактники, которых тут не должно быть по всем данным. 15 тысяч человек на данный момент. Соответственно, это порядка 45 тысяч раненых, то есть вместе 60 тысяч человек, которые выбили из строя. То есть можно констатировать факт, что как минимум 30% от боеспособной части российской
армии уже уничтожена. Любая армия, которая несет такие потери, уже давным-давно должна была отступить и уйти восвояси, освободив все остальное. Частенько меня в комментариях спрашивают, ну как частенько, это 99%, спасибо вам, дорогие подписчики, что положительные отзывы, что вы поддерживаете, что все хорошо. Но есть 1%, который, так сказать, все-таки пишут гадости. Вот в этих гадостях, например, а что вы думаете по поводу Донецка? А как там? А как вы к этому относитесь? Ну, ответ очень простой. Я говорю, товарищи донечане, потерпите еще немножечко. Скоро Донецкая область воссоединится в полном, на всю территорию Донецкой области. Не будет Ордло, а будут полностью Луганская и Донецкая область. Только потерпите. Буквально скоро мы вас освободим. И вы будете жить в красивой, независимой Украине. Так что вот таким образом будем решать в Донецком. Затем, конечно, естественно, и Крым. Поэтому и Крымский мост до сих пор у нас цел. Хотя были возможности, я уверен, с ним что-то сделать. Только остался цел для того, чтобы можно было очень красиво отступать из Крыма. Дальше, естественно, без российских пропагандистов, никак не обойдемся. Просто послушайте. Мы людей спасаем и землю от нацизма. А вот настоящий русский офицер. Работы много, дело у нас хорошее. Победа будет за нами. Видели, что, так сказать, говорят. И эти пропагандисты борются с нацистами. А на самом деле получается, что борются с самыми русскоязычными городами, с самым русскоязычной частью населения Украины. Это с Мариуполем, с Харьковом и много других русскоязычных городов. Те, кто говорят на русском языке, в их понимании и есть фашисты и бендеровцы. А так, на всякий случай напоминаю, что Украина едина. Практически 99% это единый народ. Да, сейчас я заметил в связи с открывшимися обстоятельствами, как подснежники повылазили коллаборационисты. Даже на тех, на кого подумать не мог. Поэтому, вылезли. Мы их увидели. Я ж не злопамятный, но память у меня хорошая. Злым не буду, но с памятью все хорошо. В лексику российских пропагандистов влезло очередное «Д», то есть к демилитаризации, к денацификации появилось новое выражение «дехимизация». И теперь у нас главными в этом процессе перелетные птицы. Переноса боевых вирусов птицами с 2009 года. Новые данные, которые шокируют, сообщили в Минобороны. Слава нации! Доброго вечора, ми з України. А сейчас раздел авиация. И, как я обещал, от нашего подписчика Росты очередной клип о авиации. Сегодня смотрим АН-124.
Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть ворогам! І обов'язково далі буде. Не перемикаємось. До встречи завтра. Пока.